В 1923-м исследователи наткнулись на металлическую дверь в глубине амазонских джунглей и замуровали ее. Без объяснений, без документов, без единой пометки о том, что внутри. Ровно 100 лет спустя бразильская экспедиция вскрыла ее впервые. И то, что они обнаружили, заставило ученых немедленно засекретить находку. Никакого золота, никаких мумий. Внутри оказалось нечто, что полностью переписывает историю цивилизации в Южной Америке. Дверь нашли не случайно. Бразильский геолог Маркус Феррейра изучал спутниковые снимки сектора АМ-4-7. Когда заметил аномалию, там идеально прямоугольный контур под слоем растительности в 120 километрах от Манауса. Такие формы в джунглях не встречаются естественным путем. Феррейра подал заявку на экспедицию в феврале 2023-го, получил финансирование от Национального института исторического наследия Бразилии и через 4 месяца вышел на место с командой из 9 человек. Добраться туда оказалось труднее, чем предполагалось. Вертолет высадил группу в 18 километрах от точки. Дальше джунгли были непроходимы с воздуха из-за плотного древесного полога. 3 дня пешего хода через влажный лес, температура выше 40 градусов, укусы насекомых, 2 случая лихорадки в команде. На 4-й день они вышли на небольшую поляну, где земля была неестественно твердой. Под тонким слоем почвы лежала каменная кладка. Расчистка заняла еще 2 дня. Под корнями деревьев и полуметровым слоем земли обнаружилась конструкция из темного камня. Стена высотой около 3 метров, уходящая в обе стороны метров на 20. В центре стены находилась она. Дверь была сделана не из дерева и не из местного камня. Она была металлической, покрытой толстым слоем окиси, но структурно абсолютно целой. Размер примерно 1,80 м в высоту и 1,20 м в ширину. По краям шел орнамент, который Феррейра поначалу принял за декоративный, но фотограф экспедиции Клаудия Соуза первой заметила, что это не орнамент. Это текст. Символы не совпадали ни с одной известной письменностью доколумбовой Америки. Ни кичуа, ни майя, ни ацтекский иероглиф. Феррейра отснял каждый сантиметр двери и отправил снимки 3 независимым лингвистам еще из джунглей через спутниковый телефон. Ответ пришел на следующее утро. Все 3 сказали одно и то же. Письменность неизвестна. Замок на двери был простым с виду. Металлический штырь, вставленный в петлю. Но штырь был заварен. Именно заварен, кто-то намеренно запечатал дверь так, чтобы открыть ее снаружи было невозможно без инструментов. В команде был один сварщик, Диего Коста, взятый на случай непредвиденных ситуаций. Феррейра дал команду резать. Пока Коста работал с оборудованием, антрополог команды Рената Кампос обнаружила на стене рядом с дверью выгравированную дату. 23 сентября 1923. Рядом с датой почти инициалы на португальском языке ЭВР. Это была единственная деталь на всей конструкции, написанная на известном языке. Кампос пробила инициалы по архивам через спутниковый интернет прямо на месте. Эдуарду Васкес Родригеш, португальский этнограф, работавший в Амазонии в начале 20 века, официально пропавший без вести в 1924. Его последние записи хранятся в Лиссабонском архиве и до 2023-го никем всерьез не изучались. В этих записях упоминается некое место, которое не должно быть открыто раньше времени. Больше никаких подробностей, да, страница вырвана. Штырь срезали через 40 минут. Дверь не открылась сама. Она была плотно посажена в раму и потребовала совместных усилий 4 человек. Когда она, наконец, сдвинулась с места, из проема вышел воздух. Теплый, сухой и с отчетливым запахом, который никто из 9 членов экспедиции не смог идентифицировать сразу. Феррейра позже описал его как запах горящего дерева, смешанный с чем-то похожим на озон после грозы. Внутри было темно. Фонари выхватили из темноты первое, что находилось за дверью, и Феррейра остановил всю команду на месте, запретив двигаться дальше до полной фотофиксации. За дверью находился коридор. Ни пещера, ни яма. Именно коридор с ровными стенами, ровным полом и потолком на высоте около 2,5 метров. Длина коридора, как показал лазерный дальномер Феррейры, составляла 37 метров. В конце коридора угадывалось помещение. Стены были сложены из того же темного камня, что и внешняя стена, но здесь каждый блок был подогнан к соседнему с точностью, которую Кампос назвала невозможной для доколумбовых технологий. Между блоками не было раствора. Они держались исключительно за счет собственного веса и идеальной подгонки. Феррейра вставил лезвие ножа между 2 блоками и не смог протолкнуть его дальше, чем на 2 мм. Такую же технику кладки используют в Мачу-Пикчу, но там строили инки. А до ближайшего известного инского поселения отсюда больше 2000 километров. Пол коридора был покрыт слоем мелкого белого песка, совершенно сухого, несмотря на 100% влажность снаружи. Кампос взяла образец в контейнер. Позже лабораторный анализ покажет, что этот песок не имеет аналогов в бассейне Амазонки. Ближайшее месторождение породы с таким минеральным составом находится в Перу, в районе Наска.
На стенах коридора через каждые 3 метра располагались ниши. Углубление размером примерно 40 на 40 сантиметров. В каждой нише стоял предмет. Феррейра насчитал 10 ниш по левой стене и 10 по правой. Предметы в нишах были разными, и небольшие фигурки, сосуды, что-то похожее на свернутые листы из неизвестного материала. Ни один предмет не тронули до полной фотофиксации. Фотограф Соуза снимала каждую нишу отдельно с 3 ракурсов. На третьей нише слева она остановилась и позвала Феррейру. В нише стояла фигурка высотой около 20 сантиметров. Человеческая фигура в сидячей позе. Материал напоминал керамику, но поверхность была покрыта тонким слоем металла, предположительно золота. Это само по себе не было сенсацией. Сенсацией было лицо фигурки. Черты лица не соответствовали ни одному известному типу доколумбовой скульптуры Южной Америки. Высокие скулы, узкие глаза, тонкий нос. Кампос сфотографировала фигурку и без слов показала снимок Феррейре. Он смотрел на нее несколько секунд, потом сказал одно слово – азиатская. Это не было научным заключением, это была первая реакция. Но именно она задала направление всем последующим исследованиям. Потому что если фигурка действительно изображает человека азиатского происхождения, а сама конструкция построена с применением техник, известных в Андах, но не в Амазонии, то кто-то проделал колоссальный путь, чтобы построить это сооружение именно здесь, в самом непроходимом месте на Земле, и намеренно его запечатать. Радиоуглеродный анализ образцов из коридора провели уже в Манаусе, куда команда вернулась через 6 дней. Результаты датировали органические материалы из ниш периодом между 800 и 1200 годами нашей эры. То есть конструкция была построена минимум за 700 лет до того, как Эдуардо Васкес Родригеш поставил на ней свою дату и замуровал дверь в 1923. Родригеш не строил это место, он его нашел и решил, что никто больше не должен туда войти. Вопрос о том, почему он так решил, нашел ответ в конце коридора. В конце коридора находилась комната площадью примерно 12 на 12 метров. Потолок здесь поднимался до 4 метров, и в его центре было отверстие диаметром около 30 сантиметров. Вертикальный канал, уходящий вверх. Именно через него в помещение поступал воздух, и именно поэтому внутри было сухо. Канал работал как вентиляционная труба, созданная 7-8 веков назад и функционирующая до сих пор. Посреди комнаты стоял стол. Не алтарь, не постамент. Именно стол, прямоугольный, высотой около метра, сделанный из того же камня, что и стены. На столе лежали предметы, накрытые чем-то похожим на ткань. Ткань истлела почти полностью, но ее остатки сохранились по краям стола. Темно-красные волокна, которые Кампос идентифицировала как хлопок с примесью неизвестного волокна. Феррейра снял остатки ткани пинцетом, обнажив содержимое стола. Там лежали карты. Не один лист, стопка из 11 листов, каждый размером примерно 40 на 60 сантиметров, выполненных на материале, который на первый взгляд напоминал кожу, но оказался чем-то другим, более тонким, почти прозрачным, без характерной структуры животной кожи. На каждом листе были нанесены линии, точки, контуры и символы той же неизвестной письменности, что покрывало внешнюю дверь. Соуза фотографировала каждый лист по отдельности, когда заметила, что при наложении нескольких листов друг на друга линии совпадают и образуют единое изображение. Феррейра осторожно совместил 3 листа, держа их на весу перед фонарем. Контуры складывались в карту с реками, горными хребтами и береговой линией. Береговая линия была узнаваемой. Это была Южная Америка. Но реки на карте не совпадали с современными. Русло того, что должно было быть Амазонкой, шло иначе, южнее и шире. В нескольких точках на карте были отмечены символы, похожие на обозначения поселений. Одна из точек находилась именно там, где стояли сейчас Феррейра и его команда. Кампос насчитала на картах 12 таких точек. Некоторые располагались в районах, где сегодня нет ничего, кроме джунглей. 2 точки находились в районе современного перуанского побережья. Одна, в районе, который сегодня является территорией Колумбии. Это означало, что данное сооружение было не уникальным объектом, а частью сети. На обратной стороне последнего листа было что-то написано от руки, другими чернилами явно позже, чем создавались сами карты. Почерк был мелким и торопливым, язык португальский. Феррейра прочитал текст вслух, и в комнате стало тихо. Это была запись Родригеша, датированная 21 сентября 1923, за 2 дня до того, как он запечатал дверь. Родригеш писал, что провел в этом месте 8 дней, что он изучил все предметы в нишах и все карты, что он нашел еще одно помещение за ложной стеной в левом углу комнаты, и что то, что находится в том помещении, не должно быть обнародовано, потому что, по его словам, это изменит не историю, а настоящее, и не в лучшую сторону. После этой фразы запись обрывалась. Феррейра опустил лист и посмотрел на левый угол комнаты. Стена там ничем не отличалась от остальных. Тот же темный камень, та же идеальная кладка. Он подошел и провел рукой по поверхности. На высоте примерно метра от пола один из блоков был чуть теплее остальных. Разница в несколько градусов, едва ощутимая, но реальная.
Феррейра приложил к нему термометр. 31 градус при общей температуре помещения 26. Источник тепла находился за стеной. Феррейра простучал блок костяшками пальцев. Звук был глухим, но не таким, как у монолитного камня. За блоком было пространство. Он простучал соседние блоки. Все они давали плотный каменный отклик. Только этот один звучал иначе. Коста подошел с инструментами, но Феррейра остановил его. Если Родригеш намеренно оставил эту стену нетронутой и запечатал весь комплекс, значит, у него были причины. Феррейра потратил 20 минут на осмотр периметра блока и нашел то, что искал. В нижнем правом углу блока было небольшое углубление, идеально круглое, диаметром около 3 см. Ни скол, ни дефект кладки, намеренно высверленное отверстие. Феррейра вставил в отверстие тонкий металлический щуп из геологического набора и почувствовал, как что-то щелкнуло внутри стены. Блок сдвинулся на 2 см вперед, сам без усилия, как будто его удерживал только этот механизм. Дальше блок пошел от руки. Феррейра вытащил его целиком, каменный прямоугольник весом килограммов 30, и за ним открылся проем. Из проема снова вышел теплый воздух, но на этот раз запах был другим. Не озон и горящее дерево, как при открытии главной двери. Здесь пахло землей и чем-то органическим, живым. Феррейра направил фонарь в проем. Помещение за стеной было меньше, примерно 6 на 8 метров. Потолок низкий, около 2 метров. И в этом помещении не было пусто. Вдоль 3 стен стояли деревянные конструкции. Стеллажи, грубо сколоченные, явно не те же мастера, что строили каменные стены. Феррейра сразу понял, это сделал Родригеш. На стеллажах в несколько рядов стояли и лежали предметы, завернутые в ту же темно-красную ткань. Их было много. Феррейра насчитал больше 60 свертков разного размера. Кампас вошла первой после Феррейры и сразу направилась к ближайшему стеллажу. Она развернула крайний сверток, внутри оказалась книга. Не манускрипт, не свиток, именно книга. В твердом переплете с бумажными страницами, написанная от руки на португальском языке. На обложке было выдавлено имя — Эдуарду Васкес Родригеш и дата 1923. Это был его дневник. Не тот, что хранился в Лиссабонском архиве с вырванными страницами. Полный оригинал. Кампас открыла первую страницу и начала читать вслух. Родригеш описывал, как нашел это место в августе 1923-го, следуя указаниям местного проводника из племени, которое он называл народом реки без имени. Проводник привел его сюда и отказался входить внутрь. Сказал, что его люди знают об этом месте с незапамятных времен и передают запрет на вход из поколения в поколение. Проводник не объяснил, почему. Родригеш вошел один. На 3-й странице дневника Кампас остановилась. Там был вклеен лист. Не бумага, а тот же полупрозрачный материал, что и карты на столе в главной комнате. На листе был рисунок. Схема всего комплекса, выполненная рукой Родригеша с пометками на португальском. Схема показывала не 2 помещения, а 3. 3-е помещение было обозначено под полом 2-го, ниже уровня земли. Рядом с ним Родригеш написал 3 слова «Не входить одному». Феррейра взял схему и долго смотрел на нее. Потом опустился на колени и провел рукой по полу 2-го помещения. Пол был земляным, в отличие от каменного пола коридора и главной комнаты. Феррейра нажал на землю ладонью в центре помещения. Земля была мягкой. Он нажал сильнее и почувствовал, что под слоем земли толщиной сантиметров 20 находится что-то твердое и полое. Кампас дочитала страницу до конца и подняла взгляд. Родригеш описывал, что нашел этот люк на 2-й день своего пребывания здесь. Что он спустился вниз. И что после этого он принял решение запечатать все сооружение и никому не рассказывать о находке до конца своей жизни. Что именно он увидел внизу, на этой странице написано не было. Следующая страница в дневнике была вырвана. Та же рука, что вырвала страницы из Лиссабонского архива. Феррейра принял решение за 2 минуты. Он отправил наверх 3 членов команды: сварщика Косту, 2-го геолога и медика, с инструкцией выйти на связь с Манаусом и передать координаты и текущий статус экспедиции. Если через 6 часов от группы внизу не поступит сигнал, вызывать эвакуацию. Оставшиеся 6 начали расчистку пола. Земля поддавалась легко. Она была насыпана сверху намеренно, как маскировка. Под ней на глубине 20 сантиметров обнаружилась деревянная крышка люка, окованная металлическими полосами. Дерево было твердым, не сгнило за 100 лет благодаря сухому воздуху помещения. На крышке не было замка. Родригеш не стал его ставить. Он просто засыпал люк землей и рассчитывал, что металлическая дверь снаружи остановит любого раньше. Феррейра поднял крышку. Снизу ударил поток теплого воздуха, значительно теплее, чем в помещении. Термометр показал 38 градусов. Вниз уходила вертикальная шахта с каменными ступенями, вырубленными прямо в породе. Фонарь освещал примерно 8 метров глубины, дальше темнота. Феррейра насчитал ступени визуально. Около 25, что соответствовало глубине 4-5 метров. Кампас первый поставила ногу на ступень.
Феррейра не стал ее останавливать. Она была антропологом, это была ее область. Он спустился следом, за ним Соуза с камерой. Остальные трое остались наверху у люка. Ступени были сухими и устойчивыми. Спуск занял меньше минуты. Внизу открылось пространство, которое не было видно сверху. Да? Не потому, что фонарь не добивал, а потому, что шахта делала небольшой изгиб в последних 2 метрах, скрывая нижнее помещение от прямого взгляда. Это был намеренный архитектурный прием. Нижнее помещение было круглым. Диаметр около 10 метров. Высота потолка около 3. Стены здесь были не каменными блоками, а монолитными, вырублены прямо в скальной породе. По всей окружности стен на высоте от пола до потолка были вырезаны изображения. Не отдельные символы, как на внешней двери, полноценные сцены. Люди, животные для стен, растения, геометрические фигуры, линии, соединяющие точки. Соуза начала снимать, медленно поворачиваясь по кругу. В центре помещения находился источник тепла, который фиксировал термометр. Это был бассейн, круглое углубление в полу диаметром около 2 метров, заполненное водой. Вода не была стоячей. Она медленно двигалась. По поверхности шли еле заметные концентрические круги от центра к краям, как будто снизу что-то постоянно подавало воду под небольшим давлением. Температура воды по термометру Феррейры составляла 42 градуса. Это был природный термальный источник. Кампас обошла бассейн и остановилась перед участком стены напротив выхода из шахты. Здесь изображения были крупнее и детальнее, чем на остальных стенах. В центре этого участка была вырезана фигура. Человек в сидячей позе, как та золоченая фигурка из ниши в коридоре. Вокруг фигуры расходились линии. К другим изображениям, к символам, к схематичным контурам, которые при внимательном рассмотрении оказались картами тех же поселений, что и на листах наверху. Но здесь было одно изображение, которого не было на картах наверху. В правом нижнем углу этого участка стены было вырезано изображение, которое Кампас изучала молча около 3 минут. Потом она позвала Феррейру и показала ему. Это была схема. Вид сверху на какое-то сооружение с правильными геометрическими формами, окруженное линиями, которые явно обозначали воду. Рядом со схемой символы. Феррейра не мог их прочитать, но Кампас уже видела похожие символы раньше, в одном конкретном месте. Она достала телефон и открыла фотографию, сделанную в коридоре у одной из ниш. Символы на стене и символы на предмете из ниши совпадали полностью. Предмет из той ниши они еще не открывали. Он был завернут в ткань и лежал в контейнере в главной комнате наверху. Кампас поднялась по ступеням, вернулась через 4 минуты и развернула его прямо у бассейна. Внутри оказался цилиндрический сосуд из того же металла, что и внешняя дверь. Крышка сосуда была не запаяна. Она просто плотно сидела на резьбе. Кампас отвинтила ее и перевернула сосуд. Внутри находился свернутый трубкой лист того же полупрозрачного материала, что и карты на столе. Феррейра развернул его над бассейном, и в свете фонаря на листе проявились линии, не нанесенные чернилами, а выдавленные в материале, видимые только под определенным углом освещения. Это была еще одна карта. Но на этот раз на ней была отмечена только одна точка. И рядом с ней стоял символ, который Кампас уже видела дважды за этот день. Первый раз на внешней двери, второй раз на стене, прямо перед ней. Точка на карте находилась в 800 километрах к юго-западу. 800 километров к юго-западу. Это территория штата Акри, один из наименее изученных регионов Бразилии, вплотную примыкающий к границе с Перу и Боливией. Феррейра знал этот район. Именно там в 2000-х годах со спутников зафиксировали геоглифы. Правильные геометрические фигуры, вырубленные в почве, видимые только с высоты. Тогда ученые насчитали их больше 500. Никто не объяснил, кто и зачем их создал. Команда вернулась в Манаус на 6-й день. Феррейра передал все образцы в лабораторию, карты на дешифровку, дневник Родригеша историкам. Национальный институт исторического наследия немедленно засекретил материалы. Официально до завершения первичной экспертизы. Неофициально, как позже рассказал Феррейра журналисту издания «Фолия де Сан-Паулу», причина была другой. Один из чиновников института, увидев фотографии карт, позвонил в министерство и сказал, что это вопрос государственной важности. Лабораторные результаты пришли через 3 недели. Полупрозрачный материал карт оказался не кожей и не растительным волокном. Это был особый вид обработанного коллагена, технология производства которого не идентифицирована. Ближайший известный аналог – пергамент из мочевого пузыря некоторых животных, но состав не совпадал точно ни с одним известным образцом. Возраст материала от 800 до 1100 лет. Металл внешней двери и сосуда из ниши оказался сплавом меди, олова и третьего компонента, который лаборатория описала как неустановленный элемент с нетипичными спектральными характеристиками. Это не было ошибкой оборудования. Анализ повторили дважды в 2 разных лабораториях. Золоченая фигурка из 3-й ниши прошла отдельную экспертизу у антрополога Сильвии Монтейру из университета Сан-Паулу. Монтейру изучала доколумбовые культуры 20 лет и сразу подтвердила то, что Феррейра сказал
при первом взгляде. Черты лица фигурки соответствуют восточно-азиатскому антропологическому типу. Она сравнила фигурку с образцами скульптуры культуры Йой из Японии, датируемой примерно тем же периодом. Сходство было значительным, хотя и не идентичным. Монтейро опубликовала предварительное заключение, в котором написала осторожно «возможное свидетельство трансокеанского контакта в доколумбовый период». Эта фраза вызвала немедленную реакцию в научном сообществе. Трансокеанский контакт между Азией и Южной Америкой до Колумба — тема, которую академическая наука десятилетиями отвергала как маргинальную. Теперь одна из ведущих антропологов Бразилии публично допускала именно это. В течение 2 недель после публикации Монтейро получила письма от исследователей из Японии, Китая, Перу и США. Все просили доступ к материалам. Институт отказал всем. Дневник Родригеша расшифровывали отдельно. Историк Паулу Алвеш из Федерального университета Рио провел с текстом 6 дней и составил подробный отчет. Родригеш описывал 41 предмет, который он нашел в нишах коридора и на столе в главной комнате. Команда Феррейры обнаружила только 38. 3 предмета отсутствовали. Родригеш не описывал, что он с ними сделал, в дневнике об этом не было ни слова. Алвеш также восстановил биографию Родригеша по архивным источникам. После 1923-го этнограф вернулся в Лиссабон, прожил там до 1941-го, затем уехал в Бразилию и умер в Манаусе в 1957-м. За эти 34 года он не опубликовал ни одной научной работы, не давал интервью и не упоминал об амазонской экспедиции ни в одном известном письме или документе. Единственное исключение — короткая запись в личном дневнике 1948 года, найденная в архиве его семьи в Лиссабоне. Иногда думаю, правильно ли я поступил. Потом вспоминаю, что видел внизу, и понимаю, да, правильно. Что именно он видел внизу, вырванные страницы так и не нашлись. Но в нижнем помещении у бассейна Соуза сделала снимок, который Феррейра намеренно не включил в официальный отчет. На одной из стен в самом нижнем ряду изображений, почти у самого пола, был вырезан контур, который она поначалу приняла за декоративный элемент. Только на экране ноутбука при увеличении стало понятно, что это такое. Это был человеческий скелет в сидячей позе с руками, сложенными на коленях, идентичной позе золоченой фигурки из коридора. И рядом с ним та же единственная точка на карте. 800 километров к юго-западу. Феррейра подал запрос на вторую экспедицию в октябре 2023-го, через 3 месяца после возвращения. Институт рассматривал его 4 месяца и дал разрешение только после того, как к проекту подключился Университет Сан-Паулу и Перуанский национальный институт культуры. Координаты точки на карте попадали частично на бразильскую, частично на перуанскую территорию. Без двустороннего согласования экспедиция была невозможна юридически. Вторая экспедиция вышла в феврале 2024-го. Состав увеличили до 16 человек, добавили 2 перуанских археологов, специалиста по дистанционному зондированию и геофизика с оборудованием для подповерхностного сканирования. Точку на карте перенесли в систему координат и наложили на спутниковые снимки. На снимках в этом районе не было ничего примечательного. Густой лес, несколько небольших рек, полное отсутствие следов человеческой деятельности на поверхности. Геофизик Андрей Пинту запустил сканирование на 2-й день после прибытия в точку. Оборудование просвечивало грунт на глубину до 15 метров и строило 3-мерную карту подповерхностных структур. Пинту обрабатывал данные 3 часа. Когда он вывел результат на экран, в палатке стало тихо. Под слоем почвы и корней на глубине от 2 до 8 метров располагалась структура площадью около 4000 квадратных метров, сеть помещений, коридоров и шахт, значительно превосходящая по масштабу первый объект. По периметру структура имела правильную прямоугольную форму. В центре сканирования фиксировало аномалию, пространство, которое оборудование не могло прочитать. Пинту объяснил это 2 возможными причинами. Либо там находился материал, непроницаемый для сигнала, либо там было что-то, активно искажающее показания приборов. Раскопки начали на 3-й день. Первый вход нашли быстро. Та же металлическая конструкция, та же идеальная каменная кладка, те же символы неизвестной письменности. Но здесь дверей было 3, расположенных треугольником на расстоянии примерно 30 метров друг от друга. Все 3 были запечатаны тем же способом, что и первая — заваренный штырь в петле. Все 3 заварил Родригеш. На каждой двери стояли его инициалы и дата. Август 1923-го. Он побывал здесь за месяц до того, как запечатал первый объект. Вскрыли центральную дверь. За ней оказался не коридор, а сразу большое помещение, прямоугольное, около 20 на 30 метров, высота потолка около 5. Вентиляционных каналов здесь было несколько, и воздух был свежим. Освещение — боковые щели в верхней части стен, через которые снаружи проникал рассеянный свет. Архитекторы этого места предусмотрели естественное освещение. Вдоль стен стояли каменные саркофаги. Перуанский археолог Карлос Умала насчитал их 27.
Все были закрыты каменными крышками, все целые, ни один не вскрытый. На каждой крышке рельефное изображение человеческой фигуры в той же сидячей позе, и на каждой символы той же письменности. Умала вскрыл первый саркофаг в правом углу помещения. Внутри находились человеческие останки, хорошо сохранившиеся благодаря сухому воздуху в положении сидя с руками на коленях, рядом с останками. Предметы, керамика, металлические изделия, свернутые листы того же полупрозрачного материала. Умала взял образцы костной ткани для анализа, не трогая остальное. Результаты анализа ДНК пришли через 6 недель, уже после возвращения экспедиции. Они немедленно ушли под гриф ограниченного доступа, но Феррейра к тому моменту уже передал копию журналисту. Генетический профиль останков из первого саркофага показал смешанное происхождение. Компонент, характерный для коренного населения Южной Америки, и компонент, характерный для популяции Восточной Азии. Соотношение примерно равное. Человек, похороненный в этом саркофаге, был потомком людей с 2 разных континентов. Остальные 26 саркофагов не вскрывали. Институт запретил дальнейшие раскопки до разработки протокола. Но сканирование Пинту уже показало, что центральная аномалия под полом этого помещения значительно больше, чем то, что нашли в первом объекте. И что она не пустая. Запрет института продержался 7 месяцев. В сентябре 2024-го давление со стороны университетов и международных научных организаций стало достаточным, чтобы разрешить ограниченное продолжение работ. Строго по протоколу с международными наблюдателями. В третью экспедицию вошли представители 5 стран. Пинту вернулся с обновленным оборудованием. Центральная аномалия под полом помещения с саркофагами располагалась на глубине около 7 метров. Пинту потратил 2 дня на уточнение ее параметров перед тем, как команда начала копать. Размер аномалии примерно 8 на 8 метров. Форма – правильный квадрат. Внутри вошли несколько объектов, которые сканирование фиксировало как плотные и металлосодержащие. И та же непроницаемая зона в центре, которую оборудование по-прежнему не читало. Шахту прокопали за 4 дня. На глубине 6 метров 80 сантиметров лопата Умалы ударила в камень. Расчистка заняла еще день. Под слоем земли обнаружилась каменная плита размером 3 на 3 метра. Один монолитный блок весом, по расчетам Феррейры, около 18 тонн. На плите не было ни символов, ни орнамента, только идеально гладкая поверхность и в центре небольшое круглое углубление, точно такое же, как то, что открыло ложную стену в первом объекте. Плиту поднимали краном, который доставили вертолетом частями и собрали на месте. Подъем занял 3 часа. Под плитой находилось помещение. Феррейра спустился первым. За ним Умала, Пинту и 2 наблюдателей. Помещение было кубическим. 8 на 8 метров, высота около 4. Стены, пол и потолок, монолитная скальная порода, не кладка. Это пространство не строили. Его вырубали изнутри. Инструментальных следов на стенах не было. Поверхность была гладкой до степени, которую Пинту охарактеризовал как полировка промышленного класса. В центре помещения стоял объект. Ни саркофаг, ни стол, ни стеллаж. Это был шар диаметром около 1,20 м, установленный в каменном углублении в полу. Материал – тот же металлический сплав с неустановленным 3-м компонентом, что и внешняя дверь первого объекта и сосуд из ниши. Поверхность шара была покрыта символами, теми же, что на дверях и стенах, но здесь они располагались в строгом геометрическом порядке, покрывая всю поверхность без единого пропуска. Пинту поднес к шару сканер. Прибор немедленно выдал ошибку. Тот же эффект непроницаемости, который фиксировался сверху. Шар блокировал сигнал полностью. Умало обошел шар по кругу и остановился. В нижней части шара, почти у самого основания, был небольшой шов, горизонтальная линия, шедшая по всей окружности. Шар состоял из 2 половин. И шов между ними не был монолитным, Умало вставил нож и почувствовал, что половины разделены зазором. Шар можно было открыть. Наблюдатели запретили это делать без разрешения институтов. Феррейра согласился. Формально. Но Пинту уже направил на шар тепловизор. Внутри шара была температура 46 градусов. Это было на 8 градусов выше, чем в термальном бассейне первого объекта. И на 20 градусов выше, чем температура окружающей породы. Источник тепла находился внутри. Он был активным. Разрешение на вскрытие шара пришло через 19 дней, после экстренных консультаций между бразильским, перуанским и японским научными ведомствами. Японское участие объяснялось результатами ДНК-анализа останков из саркофага. Японские ученые настаивали на присутствии при вскрытии. И получили его. Шар открывали вручную, без инструментов, там верхняя половина поворачивалась относительно нижней, как крышка сосуда на резьбе, только в горизонтальной плоскости. Умало сделал 3 оборота, прежде чем половины разошлись. Внутри не было механизма, не было огня, не было химической реакции. Внутри находился еще один объект. Меньший шар диаметром около 40 сантиметров. Из другого материала. Не металл, что-то темное, матовое, с поверхностью, которая не отражала свет. Он лежал в углублении нижней половины большого шара в окружении плотно уложенных листов того же полупрозрачного материала. Еще карты, еще текст, еще символы. Внутренний шар был теплым. Пинту замерил.
51 градус, без видимого источника тепла, без реакции на прикосновение, без изменения температуры за время наблюдения. Кампас взяла один из листов из внутренней полости и развернула его. Это была не карта, это был список. Столбцы, символов, повторяющихся в определенном порядке с числовыми обозначениями между ними. Лингвист из японской группы Хироши Танака смотрел на лист около минуты. Потом сказал, что видел похожую структуру раньше, не в амазонских материалах и не в доколумбовых источниках. В японских архивных документах XIV века есть фрагмент текста, который японские историки никогда не могли атрибутировать. Структура этого фрагмента та же самая. Письменность, которую три лингвиста назвали неизвестной, существовала на двух континентах. Одновременно. За 200 лет до того, как европейцы пересекли Тихий океан. Танака провел с материалами 4 месяца. В январе 2025 он опубликовал предварительный доклад совместно с Кампас и 2 лингвистами из Перу. Доклад вышел в журнале «Латиноамериканская археология» объемом 42 страницы и в течение первых суток был скачан больше 200 тысяч раз. Институт не успел его засекретить, журнал базируется в Великобритании и не подпадает под бразильское законодательство об охране объектов наследия. Главный вывод доклада формулировался осторожно, но однозначно. Письменность, обнаруженная на объектах в амазонском секторе АМ-4-7 и в районе Акрии, является самостоятельной системой письма, непроизводной ни от одной известной письменности мира. Она существовала параллельно на территории Южной Америки и в архивах средневековой Японии. Время создания ориентировочно между 800 и 1200 годами. Носители этой письменности присутствовали на обоих берегах Тихого океана в один и тот же исторический период. Реакция научного сообщества разделилась ровно пополам. Часть историков и антропологов назвала доклад сенсационным и потребовала немедленного расширения исследований. Другая часть опубликовала открытое письмо с требованием независимой верификации всех данных, указав на возможность загрязнения образцов и ошибок датирования. Феррейра предоставил все образцы для повторного анализа в 3 независимые лаборатории в Германии, США и Австралии. Результаты вернулись через 2 месяца. Они подтвердили оригинальные данные полностью. 10 из 12 точек, обозначенных на картах из первого объекта, к середине 2025 были проверены спутниковым сканированием. В 7 из них зафиксированы подповерхностные аномалии, аналогичные тем, что Пинту обнаружил в районе Акри. 5 из этих 7 точек находятся на территории Бразилии, одна в Перу, одна в Колумбии, ни одна из них еще не раскопана. 3 предмета, которые Родригеш забрал из первого объекта в 1923 и которые не вернул, нашлись в ноябре 2024. Семья этнографа хранила их в деревянном ящике в подвале дома в Лиссабоне. Никто из родственников не знал, что именно там лежит. 2 предмета оказались керамическими сосудами с символами той же письменности. Третий из Байшоува — это небольшой металлический цилиндр, запаянный, без видимого способа открытия. Его просветили рентгеном. Внутри находился лист того же полупрозрачного материала, свернутый в трубку. Цилиндр пока не вскрыт. Специалисты разрабатывают метод, который позволит сохранить содержимое. Внутренний темный шар из нижнего помещения второго объекта по-прежнему не идентифицирован. Его температура за 8 месяцев наблюдений не изменилась ни на 1 градус. Стабильно 51 градус без какого-либо видимого источника энергии. Материал поверхности не соответствует ни одному веществу в известных каталогах. 3 попытки взять образец материала для анализа не дали результата. Инструменты не оставляют следов на поверхности. Что именно увидел Родригеш в нижнем помещении первого объекта? То, что заставило его замуровать дверь и молчать 34 года, официально остается неизвестным. Но Феррейра в интервью той же Фоле де Сан-Паулу в декабре 2024 сказал следующее. В дневнике Родригеша на последней сохранившейся странице перед вырванными листами есть одна фраза, которую историк Алвеш поначалу принял за метафору. Теперь, после всего найденного, Феррейра считает, что это было буквальное описание. Интрига нарастает, и кто знает, какие еще загадки скрывает мир. Если вам интересно, что же может находиться за гранью известного, загляните на наш сайт whiteori.com. Там собраны подобные истории, которые заставят вас задуматься. Ссылка в описании. Родригеш написал: «Они не ушли, они просто ждут». Кто именно ждет, чего именно ждет и где, этого доклад Танаки и Кампас не объясняет. Потому что ответ, вероятно, находится в одной из 5 нераскопанных точек. Или в запаянном цилиндре из лиссабонского подвала. Или внутри темного шара, который остается теплым уже 8 месяцев, и температуру которого никто не может объяснить. Металлическая дверь в 120 километрах от Манауса была запечатана 100 лет. За этим сроком скрывалась не история исчезнувшей цивилизации, а свидетельство того, что 2 цивилизации на разных концах планеты говорили одним языком, хоронили своих мертвых одинаково и оставили после себя объекты, природу которых современная наука пока не может описать. Родригеш знал об этом в 1923 и решил, что человечество еще не готово. Готово ли оно сейчас, покажут следующие раскопки.